Неважно, купили ли вы новое устройство или сделали сброс настроек на старом, вам придется пройти через процесс активации. На данном этапе MacBook обязывает вас, чтобы у вас было активное интернет-соединение, и он будет собирать следующую информацию. Wi-Fi точка, к которой вы подключены, а именно ее Wi-Fi SSID, ваш серийный номер устройства, юзернейм и настройки, такие как страна для гарантии и прочие региональные настройки. Также он автоматически включает Bluetooth и отправляет ваш Bluetooth MAC адрес всем устройствам Apple вокруг. Потом данная информация используется в сети FindMy. Что мы имеем на процессе активации? Apple знает ваш юзернейм, который может быть вашим именем, никнеймом или чем-то связанным с вами, вашу геолокацию посредством Wi-Fi и устройств Apple рядом. В общих чертах система macOS, она довольно ограничена и имеет закрытую архитектуру, поэтому гибкость настройки конфиденциальности тоже ограничена. Тем не менее, можно принять ряд мер, которые могут сократить телеметрию и повысить вашу конфиденциальность, когда вы работаете с MacBook. Первое, что мы должны сделать, это как минимум активировать стандартный firewall. Это делается через настройки сети. Мы включаем firewall, подтверждаем паролем. И первым делом мы блокируем все входящие соединения. В основном рядовому пользователю не надо, чтобы к нему подключались извне. Сохраняем настройки. Дальше. Самое важное — это ограничить интернет-подключение. И это можно сделать с помощью уже стороннего фаервола. Я рекомендую использовать Lulu, потому что он бесплатный, с открытым исходным кодом и часто обновляется. Также есть программа Little Snitch, но она платная и, к сожалению, она потребляет много ресурсов. Установка обычная. После запуска мы должны разрешить Lulu установить интернет-расширение. Это и будет, собственно, фильтр. Разрешаем, не разрешаем стандартные программы от Apple, не разрешаем уже установленные программы и не разрешаем DNS-трафик. Позже расскажу почему. При каждой попытке программы подключиться к интернету, нам будет показываться всплывающее окошко, в котором мы будем выбирать разрешить или не разрешить подключение данной программы к интернету, удаленному эндпоинту. Можно ограничивать навсегда или пока живет данный процесс. Я думаю, это удобно. Явная проблема Lulu в том, что если процесс будет убит каким-то образом, то Firewall перестанет работать. Да, такая проблема macOS имеется, но решается она с помощью Kill Switch на VPN, потому что Lulu, он не туннелирует трафик, а просто работает как расширение. Поэтому, когда умирает процесс, к сожалению, весь трафик начинает проходить в нормальном режиме и ничего не блокируется. Поэтому Lulu лучше всего использовать связки с VPN. К примеру, Mullvad или iVPN или любой другой проверенный и надежный VPN-сервис, который имеет Kill Switch с использованием PF macOS. Следующий шаг — это обязательная активация профиля от Mullvad. Мы пишем здесь профили и устанавливаем профиль. Это будет DNS от Mullvad, который блокирует уже известный URL, где есть какие-то вирусы или нежелательный контент, рекламные домены и домены, которые используются в основном для какой-то телеметрии или для сбора данных. Полностью всю телеметрию он не убирает. Подключимся к Wi-Fi сети и сразу же увидим Lulu в работе. Как мы видим, у нас появляются запросы от системных сервисов. У нас уже есть список заранее разрешенных сервисов и заблокированных, которые не мешают нормальной работе macOS. Как мы видим, сервисов достаточно, и данный процесс настройки может быть долгим, поэтому рекомендую сразу импортировать уже готовый конфиг для того, чтобы не мучиться с этой настройкой. Мы импортируем правила, мы видим количество запросов только увеличивается. У нас появилось 101 правило, и при загрузку некоторые программы все равно дальше будут продолжать запрашивать разрешение. Давайте ознакомимся с интерфейсом. Здесь мы видим название сервиса, который запрашивает доступ в интернет и куда. Также у нас есть возможность проверять, кем подписано данное приложение, процессы, что запустило, и возможность проверить данный файл на VirusTotal, если он был ранее загружен, или выгрузить туда самому и посмотреть, как на него реагируют антивирусы. Далее, у нас есть возможность ограничивать доступ к интернету процессу или ограничить доступ к определенному IP-адресу или разрешить для данного процесса. Если здесь будет несколько подключений, вам будет показано разрешить или запретить для каждого подключения.
Для данного процесса я заблокирую. Также, что еще необходимо сделать? После того, как вы подключились к Wi-Fi, лучше всего убрать автоматическое подключение. Для чего это делается? Для того, что Lulu, он является расширением, то есть в теории до активации расширения Lulu может произойти некоторая утечка. Поэтому лучше всего снимать автоматическое подключение к сетям, это повысит вашу конфиденциальность. Давайте пройдемся по другим настройкам. Для Wi-Fi сети вы всегда можете выбрать смену MAC адреса. Это полезно для приватности, особенно в публичных сетях. Смотрим также другие настройки Apple Intelligence, но так как мы сразу ограничили подключение, он даже не будет загружен. Spotlight. Мы уберем доступ к сайтам и подсказкам Siri, а также к нашим сообщениям, имейлам. Перейдем к настройке приватности. Мы отключаем сразу же на процессе активации службы геолокации и отключаем отправку Apple наших данных. Снимаем все галочки и обязательно активируем шифрование диска на случай, если он будет украден или утерян. Что мы имеем в финале? Защиту стандартным фаерволом от входящих подключений, защиту фаерволом Lulu всех исходящих подключений, фильтрацию на уровне DNS, запрет на подключение приложений к своим DNS, защиту при подключении к Wi-Fi сети, а также защиту от возможной утечки до момента активации расширения Lulu. Под конец я подготовил также скрипт, который автоматически убирает всю ненужную телеметрию. Он убирает аналитику, системную диагностику, ненужное логирование и ненужный репорт. И как вы могли заметить, наша система обновилась. Это значит, что наши настройки, в особенности фильтры DNS, не мешают работе критически важных компонентов, таких как своевременное обновление системы macOS.